Асламбек Ахметович, спасибо большое, что согласились встретиться с нами накануне вашего юбилея. Вот буквально скоро вам исполнится 70 лет, и большую часть своей жизни вы посвятили служению государству. Вы довольно-таки известная публичная личность, и сферы вашей деятельности, они настолько разнообразны. Но вы знаете, накануне такой даты можно так несколько личных вопросов задать? Вот мы о вас довольно много знаем. Ну расскажите, пожалуйста, вот об Асламбеке Ахметовиче людям то, что мы не знаем, что мы не видим, что бы вам хотелось рассказать. Я довольно мягкий человек. Вот когда я смотрю фильм, или вообще по жизни вижу, когда страдает женщина, там ребенку больно сделали, женщина плачет, у меня аж, знаете, вот у меня такое желание сурово наказать, физически наказать того, кто обижает там ребенка, заставляет и плакать, и тем более женщина, когда страдает. Это очень тяжело смотреть на это и по жизни. Вот, у меня особое отношение к женщинам. Я был маменькин сынок. Почему маменькин сынок был? Потому что я маму настолько любил и люблю ее, и до гробовой доски буду любить, хоть она ушла из жизни, что по нашим кавказским меркам, вот я как пацан, но я будущий мужчина, я не должен ходить там воду приносить, мыть полы, там стирать. Я все это делал, чтобы помочь моей матери. Слово матери для меня было закон, слово матери, отца закон было, и мне в голову никогда не приходило вот осуждать и тем более говорить, что у меня своя жизнь, и между жизнь вообще за такое дело меня, я сам себе свою физиономию избил бы. Мать меня в муках родила, воспитывала, сама не доедала, из меня человека делала, и отец, и мать, и я потом щенок буду там вякать, что моя жизнь никогда не будет, пока родители. Они должны быть проводниками моей жизни. Потому что никогда ни мать, ни отец, ни дурному тебя не научат. И вот я однажды, я, наверное, был очень прав, говорю, мама, ну ты же не понимаешь, ну как это? И повысил голос на нее. И она заплакала. И сказала, я никогда не думал, что сын на меня повысит голос. Вот я клянусь вам, я не помню, что это было. Она давно забыла. Я говорю, мама, я никогда в своей жизни не прощу за то, что повысил себе голос. И до сих пор я себя вот корю, почему я вот так не сдержался. Казалось бы, я живу все-таки не в деревне, в городе, хотя я до 14 лет деревенский пацан, я в деревне был, пас там коров, копал огороды, полол и так далее, все умею делать. Но живу в городе, а моя душа там в деревне, я еще очень деревенский человек, меня очень тянет к земле, но пережить вот это, равнодушно смотреть, да, ну всю жизнь так идет, я этого не могу, я вот постоянно переживаю, я на гробовую доску буду переживать. И своих детей воспитываю, чтобы они были такими. Они должны знать, кто они есть, должны знать свои традиции, должны знать свою фамилию, должны знать, что за ними смотрят, и чтобы они достойно представляли и фамилию, и представляли меня, и представляли народ, который, к великому сожалению, постоянно демонизируется. Асламбек Ахметович, как я понимаю, ваша семья тоже не избежала периода сталинских репрессий, часть своей жизни вы провели в Киргизии. Остались ли какие-то воспоминания об этом периоде? Вы понимаете, что такое Киргизия? Это, как будто это же все-таки вторая родина. Лучшие годы мои детские прошли там. То, что мы не умерли от голода, это чудо просто. Мы должны были умереть. И я, и брат мой старший, старшая сестра. Потому что есть было нечего. Те, которые были сосланы туда, даже сильные, так называемые кулаки, они тоже очень тяжелое время пережили. Особенно шла война, 44-й год, нас выслали. Мне тогда 2 года было. И вот нашла старая фотография, нам принесли. Кто-то нас фотографировал. Вот такое пузо у меня от постоянного голода, опухшие, кривые ноги, рахит. И такое выражение вечно голодного птенца какого-то. Вот такое выражение. Мы ели, вы не знаете, что это такое жом. Это жом, знаете, это когда свеклу чистят от кожуры, там барабаны, это сахар, который делают, мы буряки называем.
от него что-то оставалось, скот кормили. Ну, а там же все-таки содержание сахара было. Мы ели это, макуха, это когда подсолнечное масло выжимает, а остается шелуха вот это, а из него делали такие кирпичи, которые дальше по голове убьешь его. Грызли это макуху, все коренья, знают. Мы ели, выжили. И это было все в Киргизии. Ну и Киргизия, им самим не тяжело было. Мне так хотелось посетить то место, где прошло мое детство. Я думаю, никогда не был. И когда я приехал, конечно, мое понятие, широкая улица была, там большие деревья, посмотрел, все такое, вот, совершенно другое. Ну, милое сердце моим было, и я очень переживаю то, что сейчас происходит. Там очень хочется, чтобы в конце концов пришел мир, чтобы жулики, которые рвутся не ради служения своему народу, а то, чтобы до власти, и деньги и власть, чтобы им поставили заслон на их пути, чтобы люди нормально жили. Кстати, значит, мы тогда жили в село Сталинского района было, сейчас это Заводской район. Оттуда вышли, значит, Аслаханов и вышли великие боксеры, братья Кличко. Какое событие в вашей политической карьере вам кажется наиболее значимым? Я думаю, что я разделил на две части. Первое в моей политической карьере – это то, что когда началась военная кампания в Чеченской Республике, видит Господь Бог, я все сделал, что мог. Я делал все возможное для того, чтобы помогать и беженцам, и помогать тем, которых абсолютно безосновательно, не имея на то никаких оснований, их задерживали, там, держали где-то, терзали, пытали. Я освобождал их, слава Богу, находил во многих случаях общий язык, хотя доходило и чуть не до стрельбы. Вот, и первой военной кампании, и второй военной кампании. И я думаю, что, хотя меня многие упрекают, почему я не баллотировался в президенты, то, что когда Кадыров шел на выборы, и мы с ним, это наш уже личный там разговор, меня просто завел, я поехал там, начал регистрироваться. Хотя я прекрасно понимал, что в этой ситуации Кадыров, Ахмад Хаджи, взвалил на себя такую ношу, которая была не по плечу ни мне, ни другим. Он был все время там. Он знал ситуацию, он прошел этот ад, и никто из нас не подходил на эту должность, как подходил он. И я рад тому, что в моей политической карьере так получилось, что я работал помощником. Путин предложил мне должность помощника своего и сказал мне, я говорю, знаю, как ты переживаешь за свой народ, пишешь очень много о том, что там происходит, правильно требуешь, но я тебе даю такую власть, что ты можешь любого, кого там нужно, призывать, ставить на место, требовать и так далее, и так далее. И я должен сказать, что практически я очень много с различными инициативами выходил на Путина, и Путин в нем находил поддержку. Я думаю, какая-то лепта в то, что стабилизация произошла в этой республике, она львиной долей приходится на Кадырова Ахмада Хаджи, который знал, что его убьют, знал, что он приносит себя в жертву собственному народу, но значит, он много делал. И думаю, что и моя заслуга тоже в стабилизации обстановки и возвращении в лоно Российской Федерации региона и создание там института власти, наверное, тоже. Моя доля там есть. Я очень надеюсь, что меня, хоть я не говорю, что хвалить, я вообще не люблю когда хвалить, но хотя меня ругать не будет из-за того, что я бездействовал в это тяжелое для моего народа время. Продолжая тему СКФО, и в частности Чеченской Республики, вы же знаете о проблемах не понаслышке. А как вы оцениваете путь прошедшей республики за последние 20 лет? Можно сказать огромное спасибо Кадырову-младшему, Рамзану, который
разрушил механизм восстановления экономики, социальной сферы Чеченской Республики. Он разрушил ее. Потому что наши чиновники, которые выделяли деньги на восстановление Чеченской Республики, из-за Садового кольца эти деньги, как правило, не выходили, они все крутили здесь. И чуть-чуть попало туда. Планировали до 2020-2025 года восстанавливать республику. А Рамзан разрушил это. Он, когда стал и премьер-министром, потом и президентом, он развернул такую работу, что из полностью разрушенной республики он создал самый красивый город в Российской Федерации. Никто не смог бы этого сделать, то, что сделал он. И там обвиняют в различные выходки у Кадырова, там есть. Я хотел бы, чтобы такие выходки у других были. Вот у него выходка. Он решил, в мире никто этого не делал. Он решил сделать субботник по очищению территории Чеченской Республики. От хлама, от грязи, от которой все засоряло. Субботник, который длился месяц. Потому что самое жаркое время было. Жара под 40 градусов. С восходом солнца до темноты люди работали. Выходили, работали, чистили город. Убирали все. Там сотни тысяч тонн там всевозможных хлама, который было и в городе, и в районах, и на всей территории. Чисто стало. Нигде этого нет. Ни в одной стране мира это сделано не было. Если и у каждого у нас есть недостатки, значит, жалуются, вот я когда приезжаю, жалуются, что тяжело с бизнесом. Очень много проверяющих, которые, значит, ведут себя очень некорректно, и есть коррупция, как во всей Российской Федерации. Но я хотел бы, чтобы, когда вот выявляется такой факт, реакция на коррупционера была, значит, такая же, как у Кадырова бывает. Вот я приведу вам несколько случаев, когда рабочие пожаловались ему, что, значит, нет, деньги нам 3 месяца не платят. Он пришел в ярость. И руководителю сказал, так послал домой, а ну-ка посмотри, как он живет. И он такое наказание, все, что у него было, значит, он вернулся, что рассчитался со всеми, все, что наворовал, у него забрали, и потом уже дальше пускай там судебная система занимается. То есть реакция очень серьезная, но, конечно, та болезнь, которая в целом в России есть в области коррупции, она не может обойти ни Чечню, ни Дагестан, везде есть.